Сегодня у нас интересный диалог с Сергеем. Он занимается недвижимостью в Соединенных Штатах Америки. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, сколько можно заработать на флиппинге в США, почему США постоянно растущий рынок недвижимости, хоть он и стагнирует, но он очень надежный, сколько вам нужно иметь денег для того, чтобы стартовать, инвестировать во флиппинг в недвижимость США, а также узнаете, почему Грузия до сих пор остается самой привлекательной в мире по инвестициям в недвижимость. Друзья, всем привет! Да, Сергей, привет. Из чего вырос твой бизнес? Откуда ты начал? Я на самом деле сам из Крыма, живу в Америке уже с 2010 года, уже 15-й год пошел. Занимаюсь стройкой, строим, делаем реновации, делаем флиппинг, да, покупаем старое, ремонтируем, делаем новое, продаем, либо оставляем в аренду для себя. Откуда капитал? Или ты из Крыма привез капитал? Из чего ты начал зарабатывать? $200, да, у меня было с собой. Когда я приехал студентом, и у меня даже с собой привез макароны и консервы. И, кстати, у меня даже сковородка была в сумке, которую мне мама дала. Да, то есть капитал у меня был огромный, было с чего начинать. На самом деле работал я в Макдональдсе в начале, потом работал посуду мыл в ресторанах. То есть я прошел вообще все круги ада иммигрантства. В какой-то момент устроился мейнтенансом в отель. Этот человек, да, который там меняет лампочки, чинит унитазы и так далее и тому подобное. Познакомился там с одним парнишкой с Украины. Он на тот момент работал он работал подсобником у одного мужичка там с Литвы. Они делали плитку. И он мне говорит: слушай, так очень классно зарабатывает, давай тоже откроем компанию и будем тоже плитку делать. Мы открыли небольшой компанию, начали ложить там плитку, подучились чуть-чуть, и начали чуть зарабатывать. Мы буквально 3 месяца вместе с ним поработали. Это уже где-то 2 года прошло после моей эмиграции. И я поймал себя на мысли, думаю: окей, слушай, если с тобой что-то случится, то есть, к примеру, там, я не знаю, не дай бог, там ногу сломаешь, ты не сможешь выходить на работу на стройку, соответственно, ты не сможешь оплачивать свои билы. А в Америке тут, билы тебя съедят, если у тебя нету ни мамы, ни папы, ни бабушки, знаешь, там, с мешком картошки. То есть, если ты не работаешь, то ты здесь никому не нужен. Поэтому я себя поймал на мысли, понимаю, что я зарабатываю какие-то деньги, и все завязано на мне. И я просто подумал: окей, сколько денег мне нужно в месяц на то, чтобы обеспечить себя и свою семью? Там примерно была цифра, не помню, 5-6 тысяч. Я такой: окей, значит, мне нужно покупать какие-то дома, которые буду сдавать в аренду, да, которые будут выстраивать мне пассивный доход. Потихоньку начал разбираться в этом, познакомился с людьми, узнал, что такое аукционы, и вот потихоньку начал покупать дома на аукционах, тоже в партнерстве в начале. То есть у меня был партнер американец. Давай в 2 словах для наших зрителей программу условно распишем. Да, мы сегодня поговорим вообще про рынок недвижимости, про флиппинг, про инвестиции в недвижимость в разных странах. Сравним США, Грузия, чем отличается и чем мы можем быть друг другу полезны. И самое главное, чем мы можем полезны быть нашим зрителям. Все верно? Да, супер, отлично. Давай поговорим. Тогда я, пожалуй, начну. Может быть, не все понимают, что такое флиппинг, Сергей. Флиппинг, да, тут все просто. То есть ты покупаешь недвижимость, делаешь реновацию, продаешь, добавляешь ей, по сути, как бы стоимости, и продаешь. Да, все достаточно просто. Покупаешь, если простым языком, покупаешь убитое, ремонтируешь, продаешь, зарабатываешь. Да, тут все достаточно. И самое интересное, что эта схема работает как на объектах и на 100 тысяч, так на объектах и за несколько миллионов долларов. И также самое с коммерческой недвижимостью. Тут механика простая в этом плане, да. Любая ли страна подходит под этот бизнес, под флиппинг, и почему США является лучшей страной для того, чтобы инвестировать во флиппинг? Тут очень живой рынок недвижимости, и самое интересное, что тут большая текучка, то есть большая волатильность в плане того, что в Америке очень часто люди переезжают из-за работы, из-за там дети выросли получше, школа, к примеру, да, опять же, работа, там, либо военные, они двигаются. То есть очень большая, то есть идет много транзакций, покупки и продажи, да, то есть, соответственно, на этом хорошо зарабатывают и риэлторы, да, поэтому флиппинг — это живая модель, где можно, если ты знаешь, где искать объекты, как правильно их анализировать, да, анализировать рынок, знаешь, где привлекать деньги, то есть как кредитоваться, да, то есть потому что не все, допустим, банки будут кредитовать объекты под, допустим, реновацию. То есть в Америке просто все для этого создано, знаешь, то есть
люди, которые смогут тебя профинансировать, есть объекты, можно где найти. То есть тут как-то все проще для этого создано. Я правильно понимаю, Сергей, что под флиппинг не свои деньги используются, а используются деньги кредитное плечо, правильно? Да, конечно, все верно. Это большая, кстати, тоже такая история, когда я вот там рассказываю, там, мы купили дом за 300 тысяч долларов, либо еще что-то. Людей это сильно очень сразу пугает, смущает. Они кажутся, о, блин, а у меня нету 300 тысяч баксов, да, то есть, ну, это понятно, то есть, вот. То есть, на самом деле, все гораздо проще. Можно всего лишь, имея там 10-15% от общей суммы займа, профинансироваться и как бы получить кредит, да. И, то есть, да, используются, то есть, кредитные деньги, либо инвесторские деньги. У меня, кстати, есть такая история, что человек у меня там в комьюнити есть, который вообще зашел в сделку абсолютно без своих денег. То есть нашли партнера, он профинансировал ему всю сделку. То есть как бы есть инвестор, есть предприниматель. То есть есть тот человек выступил в форме инвестора, он как предприниматель, то есть он нашел сделку, он там ремонтирует, собирает бригаду, и когда они продадут, они поделят пополам. То есть схем очень много. То есть главное желание. Так говоришь, что так все легко, просто. Скажи, пожалуйста, а можно ли вот самому приехать в Штаты? Вот я там условно там никого не знаю, могу приехать, разобраться сам и сам зарабатывать на флиппинге. Во-первых, я не сказал, что так легко и просто. Я просто сказал, что это возможно. А работать тебе придется. То есть тебе придется искать объект, тебе придется разбираться, тебе придется искать, где, ну, то есть занимать деньги. То есть это на самом деле на словах все легко. Но это понятно, и это люди делают и зарабатывают на этом. Вот, если бы ты сейчас приехал с нулевыми знаниями, абсолютно ничего не зная, и просто хотел бы этим заниматься, можно было бы ли этим заниматься? Да, можно. Просто, скорее всего, тебе бы это заняло дольше времени, и ты, возможно, бы сделал больше ошибок, и все. Как я это сделал сам, по сути. Я, в принципе, прошел путь сам. Да, на моем пути встречались какие-то менторы, эксперты, которые помогали, но в принципе-то я двигался сам. Насколько высоки пороги входа? Почему спрашиваю? Например, там, купить квартиру готовую в Грузии сегодня там нужно иметь в кармане там 50 тысяч долларов. Можно использовать кредитное плечо, там, и первый взнос там будет 30% от стоимости. Да, как у вас там? То есть с какой суммы можно начинать и входить в этот бизнес? Средняя цена объекта, ну вот по штатам, если взять, да, средняя цена флиппинга, наверное, будет где-то, может, 200 тысяч, давай 250, чтобы люди не говорили, что там, типа, это сильно низко. Вот смотри, допустим, то есть покупаем объект примерно за 250 тысяч баксов. В среднем цена ремонта где-то, может, 50 тысяч баксов у тебя будет. То есть, ну, и такие объекты продаются в размере, там, 380-400 тысяч долларов. То есть, в среднем заработок с одного объекта около 50 тысяч долларов в разрезе 3-4 месяцев. Давай поговорим о сумме, которая тебе нужна на старт. То есть, если у тебя, опять же, вернемся, 250 на покупку, 50 на ремонт, соответственно, тебе нужно порядка 300 тысяч долларов, чтобы сделать эту транзакцию. Да, то есть, следовательно, отсюда мы берем примерно, я думаю, в зависимости от человека, который занимает, потому что тут есть некоторые факты. Если у тебя документы, либо у тебя нет документов, тоже можно сделать. Там, если у тебя как кредитная история, либо у тебя есть опыт вообще в флиппинге. То есть в среднем, наверное, будет варьироваться, ну, давай среднюю назовем 20%, у тебя надо будет down payment. То есть, соответственно, тебе нужно порядка 60 тысяч долларов, чтобы сделать эту операцию. И, соответственно, да, вот тебе нужно там 60-65 тысяч, чтобы это сделать, да, оформиться, и в разрезе 3-4 месяцев ты, по сути, вот заработаешь свои там 50-60, то есть ты, по сути, удвоишь свои деньги за этот промежуток времени. Супер, но это уже чистые деньги или потом еще возникает же, на то, что заработал, налоги, там ну, какие-то еще, может быть, издержки? Да, то есть что касается налогов, смотри, налоги в Америке можно оптимизировать, если у тебя хороший бухгалтер и знаешь, как это делать. Я думаю, то есть чистыми можно делать легко 50 тысяч, я думаю, это стандартная схема. Слушай, у меня были объекты по флиппингу, где я за 4 месяца делал 300 тысяч долларов. Это было, конечно, один раз в жизни, но это факт зафиксированный. То есть у нас же все сделки регистрируются, в отличие там от стран СНГ. Ты же понимаешь, да, если ты по адресу можешь увидеть, за сколько дом был куплен, за сколько продан, то есть там все это видно. Супер, Сергей, я тоже люблю, ну, как бы, люблю хорошие сделки и всегда как бы их переставляю, как бы, ну, и показываю людям, что вот мы умеем вот такую доходность. Но, как в любом бизнесе, бывает shit, как говорится, happens.
Вот. Были ли какие-то неудачные истории, могли бы им поделиться? Думаю, тоже может быть интересно. За мои 10 лет опыта, вот я расскажу просто историю, это даже не сильный факап, но, то есть мы все равно как бы заработали. То есть, да и потом тебе расскажу суть этой истории. То есть смотри, было такое, что я достаточно часто покупаю дома на аукционах, да, и было такое, что я уже купил уже пару десятков домов, да, то есть за какое-то время, и уже там, а я до этого ездил и смотрел, там, вживую щупал, и как-то раз я проснулся и такой думаю, да, блин, я знаю, у нас по вторникам был, ну, то есть аукцион. Я такой думаю, блин, что-то надо прикупить, давно я ничего не покупал. Захожу туда, смотрю дом, нахожу его, захожу на Google карты, все нормально, вроде там отлично, даже, ну, от меня это минут 40 надо было на машине ехать, я такой, блин, ну ладно, бог с ним, не буду. Я его покупаю, там даже чуть переплатил, помню, такой, ну ладно, бог с ним, вроде нормальный дом. После того, как его купил, сажусь в машину, еду туда, а там, оказывается, то есть у нас проходил ураган, и дом, ну, практически под ноль снесло, а на Google картах это еще не обновили. Вот, то есть я прихожу и, то есть, вижу дом, как бы там, ну, то есть там как бы скелет дома остался. Ну, короче, я думаю, где-то 40%, может, от дома осталось. Вот, и я смотрю, ну, что делать? Уже, ну, типа, я купил, назад пути нет. Взяли, делали, просто мне заняло долго ремонт. Я где-то 8 месяцев мы потратили на восстановление объекта. То есть где-то порядка 1110, наверное, баксов я потратил. То есть там покупка 60 была, 110, 170, да. И мы продали его где-то за 285 или что-то такое. То есть я порядка сотки заработал. Ну, это не факап, это удачная сделка. Это был очень сложный такой проект. И то есть я бы лучше сделал, если честно, 2 по там 50, но простых, нежели вот этот за 100. Вот почему я делаю и продолжаю делать недвижимость. Я помню тоже как-то было такое, что я начал какие-то, ну, зарабатывать деньги и думаю, а вот этот был тренд, пошел на крипту. Я думаю, давайте сейчас в крипту вложимся, у меня же все-таки деньги есть. И, короче, я порядка сотки или 150 тысяч, ну, потратил в крипту. Понятно, я их потерял. И потом это был просто для меня урок того, что если ты уже что-то делаешь, у тебя получается на этом зарабатывать, не надо искать других путей, просто продолжай это делать. Слушай, 100% тебя поддерживаю, сам занимаюсь одним и тем же делом, то есть я в недвижимости там с окончания школы, когда школу закончил в 16 лет, так и занимаюсь вот этим. Сначала там был на побегушках, помощником, там стоял возле ксерокса пару лет, ксерокопировал документы, потом там рос, потом поступил в университет и занимаюсь только этим делом. И тоже много раз думал, вот пойду куда-нибудь, может туда посмотреть, может там ресторан открыть, может быть там туристическое агентство. Но нет, я вот всю жизнь в недвижимости. Мне тоже очень нравится. Всегда интересные люди, всегда покупатели, продавцы недвижимости, они всегда с деньгами, а если не с деньгами, они интересны в общении с ними, ну просто интересно, но расширяешь горизонты знакомств, общения. Но я тебе скажу так, что 90% всех миллионеров Америки создали свой капитал на недвижимости. Это факт, просто можно в Гугле найти. Даже прошлый и будущий президент. Если ты сильно хочешь заниматься недвижимостью, но у тебя нет денег, то у тебя есть несколько вариантов, как этим заниматься. То есть у тебя даже вот 3 вилки, такая развилка. Первое, ты можешь стать риэлтором, это самое простое и понятное. Второе, ты можешь стать холлселлером. Холлселлер — это тот человек, это, например, как риэлтор, тебе не нужно никаких лицензий, но ты можешь находить сделки и перепродавать их инвесторам, да? Либо ты можешь даже зайти в тот же самый флиппинг и также само находить деньги и перепродавать, ну, то есть находить инвесторов, работать, это делать. То есть, ну, это живой рынок, где просто нужно иметь желание развиваться и что-то делать. Как вы покупатели находите, Сергей? Что это? Это какой-то листинг, какие-то там сайты, агрегаторы или что это? Покупатели — это самая легкая часть. Да, самое сложное — это найти объект и профинансировать его, и отремонтировать. А продать это легче простого. Смотри, можно продавать самому, а можно продавать через риэлтора. Самая простая схема — это просто ты находишь риэлтора, а риэлтор лицензированный обычно человек, да, у которого есть лицензия. У него есть доступ к так называемому сайту, это MLS. MLS — это Multiple Listing Service. И, по сути, когда ты человеку, ну, риэлтору отдаешь свой объект, он его фотографирует, делает описание, вставит его в MLS, и в MLS, то есть все агрегаторы в виде там Zillow, Redfin, Realtors.com, они подтягивают всю эту информацию из этого основного сайта
и такой паутиной раскидывается и попадает это все в сеть. Сколько вы платите риэлтору? Расскажи, интересно. Человек, который продает, он платит комиссию 5%, и эта комиссия делится между риэлторами, ну, к примеру, там 2,5, 2,5. Да, и потом еще риэлторы, они делят эту комиссию со своим брокером. Ну, у них тоже может быть 50 на 50 сплит, в зависимости, как они договариваются. Может быть, по-разному. Сергей, что вообще происходит сейчас в Америке? Я выборы, слышу, что страна разделилась, слышу, что там, ну, есть определенные там ураганы, не ураганы и так далее. Что вообще происходит на рынке недвижимости? Бум сейчас или там все в задержке смотрят, что произойдет после выборов? Или как у вас? Расскажи в двух словах. Да, смотри, у нас, ну, как, не знаю, знаете или нет, то есть у нас был большой рост недвижимости за последние там 2-3 года. То есть, поэтому был, да, большой скачок, но сейчас идет стагнация, да, то есть, понятно, последние, наверное, месяцев 6, 7-8 идет стагнация. Люди в ожидании, опять же, этих выборов. Американцы очень-очень, так, знаешь, как бы сказать, фанатеют, знаешь, вот этих, это прям, они очень сильно верят и привязаны к этим выборам. Я не знаю, может, когда я был молодой, то есть там в Украине, в России, как-то люди, может, не так сильно к этим выборам, потому что они, может, понимают, что жизнь особо не изменится от того, кто придет. Вот, поэтому здесь, конечно, люди очень сильно прям надеются на эти выборы, потому что у нас же в Америке, понимаешь, есть такое понимание, как культ личности, да, то есть и все прям завязано на культе личности, и вот все верят, если придет лидер, все изменится к лучшему. Да, то есть, поэтому все немного ждут, но сейчас дела налаживаются, скажу тебе честно. И также все привязано еще к процентной ставке, так называемый interest rate. То есть привязано все к процентной ставке. На самом деле она была, сколько у нас сейчас, 7,5 примерно. Но по сравнению там с вами, там с Россией, Украиной, где процентная ставка там 20 или 18%, у нас люди плачут, когда 7%, потому что у нас там 3 года назад было 3%, и все надеются и ждут, что когда-то это произойдет. Но этого никогда, скорее всего, больше не будет. И исторически процентная ставка средняя всегда была 6-7%. Это нормальный процент. Поэтому если, ну, сейчас все ждут, вот когда будет опять 3 там, или 4%. В общем, такая история. На самом деле процентная ставка падает. Ну, она упала на 0,5%, и это на самом деле существенный сдвиг. Вот, и я думаю, скорее всего, сейчас будут выборы, и они еще скинут, может быть, еще на 0,5%, потому что они должны показать, что люди сделали правильный выбор, несмотря кто будет президентом, да, они все равно это сделают, чтобы как-то сгладить углы, да, и показать, вот, новый президент, и еще у нас процентная ставка еще упала на 0,5%, так что поэтому все классно, покупайте. И, соответственно, они, конечно же, начнут печатать деньги. Это нормальная практика после выборов. Всегда это было, есть и будет. Опять же, печатают деньги, чтобы запустить экономику. И, опять же, показать, что все налаживается. Вот, соответственно, комбинация падения процентной ставки и печатания денег, это, естественно, вызовет, опять же, большую инфляцию и, соответственно, рост недвижимости, да. То есть это увеличит рынок недвижимости, то есть люди начнут покупать. За счет этого, да, начнется движение на рынке и опять рост цен. То есть тут как бы обычная... Ну да, то есть как только ставка снижается, ФРС, да, соответственно, ипотечный кредит становится доступней, люди опять берут кредиты, вот, соответственно, а ипотечные кредиты толкают рынок недвижимости к большему спросу, и цены растут. Такая стандартный маховик как бы рынка недвижимости. Я все, что хотел, интересно выяснил. Вот, мне понравились, что в целом ставки по ипотеке примерно идентичны с Грузией. Сегодня в Грузии можно взять под 10 или в долларах там под 7,5, под 8. Это, то есть сопоставимо, как бы, да, условно говоря, мортидж сопоставим, да. Единственное, что сроки в Грузии нам дают ипотеку на 10 лет, а я так понимаю, что у вас нормально 30. И это как бы норма. У нас есть два варианта, это 15 и 10, 15-30, но обычно все выбирают 30 лет кредит. Но на самом деле, кстати, вот по флиппингу займ у тебя короткосрочный, его тебе дают на 6 либо 12 месяцев. То есть это специальный вид кредита, да, называется hard money loan. Если это какой-то разбитый дом, то его банк не профинансирует. То есть для этого выступают специальные кредиторы, да, hard money lenders,
и они вот делают займ на 6-10 месяцев. Вот. И, кстати, этот займ, он выше по кредиту, по процентной ставке, он примерно 10-12%. Поэтому проценты, которые я тебе говорил, это про обычный, самый стандартный банк. То есть это уже вот потребитель покупает. Вот когда мы продаем, потребитель у нас покупает новый, ну, то есть отремонтированный объект уже по этим условиям. Мы берем кредит по более высокому проценту. Вот. Ну, это просто, может, кому было интересно. Я на самом деле был в Грузии, я только сам из Грузии приехал буквально несколько недель назад. Я провел 2 недели в Тбилиси, я встречался со своим отцом, я его, кстати, 14 лет не видел. Я Грузию на самом деле знаю, я люблю, это одна из моих любимых, кстати, стран в мире, я был достаточно в многих странах. И я также был в Батуми год назад, то есть я практически чуть ли не, видишь, не каждый год в Грузию заезжаю. Действительно, очень красивая страна, очень хорошие люди, добрые, отзывчивые. То есть нам очень нравится природа, люди, еда, доступные цены. Ну да, то есть вот эта комбинация, это все, что, по сути, мне нужно для счастья. То есть я знаком с Батуми, да, то есть вот я был год назад, то есть мы там тоже пожили где-то недели 3, я в Батуми прожил. Тоже хорошее место, вижу, что оно очень сильно развивается. Вижу вот эти всякие крутые отели, там Marriott и все такое прочее, все такое модное у вас там строят. То есть, да, я чуть знаком с этим. Тем не менее, вот хотел бы узнать вообще, а как на самом деле, то есть вот сейчас со всеми этими, ну, тенденциями вообще рынка, то есть как развивается рынок недвижимости в Батуми, и вообще, что вообще происходит? Слушай, все растет как на дрожжах. Дело в том, что в этом нестабильном регионе мы находимся, тут вокруг нас сейчас идут 2 войны. Первая война, значит, это полномасштабное вторжение России в Украину. Второе, это, ну, все видят новости, что на Ближнем Востоке, в Израиле тоже нестабильно. И самое, что интересное, что Грузия является главным бенефициаром, назовем это так, этих войн. Дело в том, что многие приехали из России, бежали там от мобилизации, от войны. Многие украинцы уезжали от войны из восточных регионов, перемещались сюда, там, перевозили своих детей, бизнеса там, и так далее. Вот. Очень много израильских покупателей. В целом у Грузии с Израилем очень тесные связи еще там с советских времен. Израильтяне очень любят Грузию, у нас очень мягкий климат, у нас не так жарко, как у них, а лететь здесь всего буквально 1,5 часа. У нас есть море, у нас очень дешево, в Израиле очень высокая стоимость на недвижимость, здесь все очень дешево. Те израильтяне, которые говорят на русском, вообще не испытывают в Грузии языкового барьера, потому что вот в Аджаре именно почти каждый грузин, ну, 90% знает русский язык. Из-за такой нестабильной ситуации военной со всех сторон. А в Грузии такой, знаете, островок стабильности. Такой маленький островок стабильности, еще и с выходом к морю, пусть и небольшим. И за последние, то есть страна всего, в Грузии там около 4 миллионов человек проживает, и за последние несколько лет сюда приехало, ну, по моим предположениям, там, до 500 000 человек с разных стран и живут сейчас здесь. Соответственно, это люди приехали молодые, это активные, они все работают. Из Беларуси много ребят, которые занимаются IT-бизнесом. Из России много сервиса услуг сюда приехало. Качество услуг, качество сервиса растет постоянно, чего раньше здесь не хватало. Соответственно, и это пушит рынок недвижимости, потому что люди зарабатывают деньги где-то там, за пределами Грузии, да, деньги поступают сюда внутрь в экономику. Дело в том, что почему здесь очень много айтишников, здесь очень низкие налоги. Здесь индивидуальные предприниматели, парни, которые работают на западной компании, платят всего 1% от оборота. То есть он получил свои 10 тысяч долларов, 100 долларов отдал государству и живет здесь дальше. Соответственно, они много зарабатывают, это активное население, их доходы постоянно растут, им нужны постоянно квартиры там и в аренду. Они пожили год там one bedroom, через год там родился ребенок, они переехали в two bedroom, ну и так далее, так далее, так далее. Да, растут доходы, растут запросы, соответственно, и рынок недвижимости очень растет. Еще почему растет? Потому что и налоги у государства на владение недвижимостью там 0,0000%, там 0,04%. Доходы от перепродажи, то есть, условно говоря, если я купил сегодня там квартиру за 100 тысяч долларов, и ее через 2 года продал за 200, я плачу 0 налогов. То есть здесь вообще ничего не надо, если владеешь недвижимостью больше 2 лет. Вот эти нюансы, то есть государство создало благоприятные условия для жизни. Вы абсолютно правы, здесь есть море, здесь очень гостеприимно, очень вкусно и очень недорого все еще. Комфорт жизни и вот этот вот глобальный
тектонические сдвиги вот с этими войнами вокруг пушат рынок и ВВП, и рынок недвижимости. Для понимания, рынок ВВП, вернее, Грузии за первое полугодие вырос на 12%. Это, ну, просто... Это как Китай в свое время там в лучшие годы показывал рост. Слушай, а какие категории недвижимости наиболее востребованы вот в Батуми? Вот, к примеру, мы здесь, вот как я сказал, я занимаюсь тоже и коммерческой, и жилой, и там, ну, а я вот знаю, у вас вот и гостиничные, да, истории вот эти все есть. Что там, что больше всего сейчас актуально? В зависимости от типа клиентов разные интересы. Есть люди, которые просто инвесторы, да, живут там в других странах. У нас очень много ребят из Штатов, из Канады, которые просто решили диверсифицировать свои инвестиции, просто купить номер в отеле под управлением какого-то международного бренда, там, вы уже сказали, там, Marriott. Тут есть все, в принципе, сети, там, Pontus Rotana, Marriott, Hilton, там, не знаю, какие еще, Sheraton, Radisson, ну, все здесь. И, в принципе, почти в каждом из них можно купить номер под управлением этого бренда. Управляющая компания будет сдавать номера в аренду, а вы будете получать свой доход. Это очень удобно для тех, кто здесь не живет. И пользуются номера в отелях как раз популярностью у тех, кто инвесторы, которые сюда могут приехать там на недельку, на две, могут не приезжать вовсе и так далее. Но если мы говорим об экспатах, а те, кто сюда приезжает или думает о том, чтобы перебраться, они покупают residential, они покупают квартиры или загородные дома. Очень много таунхаусов строится, загородные недвижимости, тоже хороший рынок, хорошо развивается. Вот они смотрят в сторону квартир. А с одной, двумя, там, тремя спальнями, но в сторону с точки зрения квартир, потому что сегодня арендная доходность у квартиры, которая стоит там $100 тысяч, она приносит в год там 10-12 тысяч долларов чистого дохода арендного, без учета капитализации самого объекта. Кстати, а вот ты сказал, что вот много там экспатов переезжает, да? А вот какие, допустим, ну, существуют уникальные особенности для иностранных инвесторов на рынке недвижимости в Батуми? В первую очередь, то, что грузинское правительство не разделяет покупателей, инвесторов на грузин и не грузин. Все люди на планете Земля могут купить недвижимость в Грузии на одинаковых правах. Была проведена большая реформа по Министерству юстиции. Так же, как в Штатах, все сделки прозрачны. Если я знаю кадастровый код объекта недвижимости, я захожу на сайт, и я вижу всю историю от момента возникновения этого объекта до сегодняшнего дня, кто владел, когда продал, там, и кому продал, какие обременения были или нет, там, ну и так далее, так далее, так далее. То есть рынок сам прозрачный, все на блокчейне построено, то есть мы это все видим. Нет никаких двойных продаж, нет обманов. То есть вот в этом плане очень привлекательный рынок. Второе – это низкие налоги. Я уже сказал, что налоги при перепродаже, если ваш горизонт планирования больше 2 лет, то вы от перепродажи не платите вообще налогов. Налог на владение стремится к нулю, он составляет 0,04%. А сколько стоит вот в среднем квартира? Средняя квартира с одной спальней будет стоить до $100 тысяч, 90-100. С двумя спальнями 150 или около того 140-160. Ну и трехкомнатные 200 плюс. Это с ремонтом или без? Нет, это все, это full furniture, это вот полностью отремонтированная квартира, пригодная для А вот жизни. тема с флиппингом, интересно, у вас работает? Флиппинг начинается работать. Объясню, в чем история. Раньше в Грузии Грузия была одной из республик Советского Союза. В лихие 90-е, когда Грузия получила независимость, тут ничего не строилось, была тяжелая ситуация, как и во многих странах постсоветского пространства. И после реформ 2000-х годов здесь начал работать, то есть проведены были реформы там налоговая, там много-много реформы юстиции, полиции и всего-всего-всего. Вот, соответственно, после этого начался рынок недвижимости, то есть началось строиться новое жилье. И это жилье, там, самое 2008-2006 год вот, начался рынок. Соответственно, тому жилью, которое было построено в 2008 году, уже скоро 20 лет. Вот и его и нужно, как бы сейчас на эти объекты обращают внимание флипперы, ищут там квартиры, где ремонт уже требует реновирования. Вот, но на советские постройки, на эти там пятиэтажные хрущевки, на них никто не смотрит. То есть они уже под снос, они отжили свое, поэтому они к флиппингу не подходят. Соответственно, флиппинг набирает обороты. Я знаю ребят, которые приехали сюда и занимаются как раз поиском тоже таких квартир недорогих, которые грузины продают, там переезжают или что-то еще, и их ремонтируют, из них все выносят, делают качественный ремонт и продают. Такое есть, такой бизнес, но он такой, знаете, на заре, потому что объектов очень мало.
А почему мало? Потому что рынок недвижимости буквально недавно началась стройка здесь. То есть здесь с развала Советского Союза, с 90-го года по 2008, 18 лет, ничего не строилось. Слышь, хотел такой вопрос, это даже личный. Как ты думаешь, вот где бы лучше купить, Батуми или Тбилиси, и почему одно лучше другого? Хороший вопрос. На самом деле все зависит от цели, что нравится больше. Если я как рассуждаю, если есть возможность купить и там, надо купить и там, и там. Все-таки Тбилиси это столица. Все крупные корпорации имеют там свои офисы, начиная от IBM и Microsoft, заканчивая там всякими разными там нефтяными и так далее. Все в Тбилиси. Вот, первое, то есть у тебя всегда будет, если ты купишь там квартиру для долгосрочной аренды и найдешь там хорошего арендатора все правительства, опять же, в Тбилиси, это столица, если найдешь какого-нибудь арендатора, который работает где-нибудь в посольстве там какой-нибудь страны, ты обеспечен, то есть, доходностью в этой квартире на много-много лет вперед. Если же тебе нравится море, ты хочешь сам себе приезжать сюда, и тебе нравится такой больше приморский вайб, то, конечно, по широте выбора, то есть в Тбилиси у тебя есть два варианта. Купить коммерческую недвижимость, купить квартиру, ну и в целом все. А в Батуми есть вариативность. Есть апартаменты без управления, есть апартаменты с управлением международного бренда, есть просто номер в отеле. Ты можешь купить виллу, таунхаус. То есть здесь как бы в Батуми больше палитра. Ну и в Батуми, в отличие от Тбилиси, в Батуми сегодня там можно купить студию с ремонтом за $50 тысяч. Можно найти студию за $50 тысяч. А в Тбилиси будет вход от 100. Знаешь, вот для себя вывел самый большой минус в Грузии. Это то, что когда мы там находимся, я прибавляю 5 килограмм веса. Я полностью тебя поддерживаю. Вот буквально 3 дня назад купил абонемент в зал, потому что лето было, клиенты едут, постоянные застолья, столы до горизонта. В общем, я полностью поддерживаю. Как только приезжают в гости... Своей жене, кстати, такой супруге говорит такую вещь. Мы живем на Бали каждый год, то есть где-то 2-3 месяца, и потом в Грузии месяц. И вот я ее как-то там, то есть мы общались, то есть, нам обоим нравится. И я вот для себя такой, не знаю, ты был на Бали, не был? У меня план, значит, у меня есть даже видео на канале, мы записывали там с моим коллегой из агентства недвижимости Балийского, и я как раз поеду туда на разведку, высадиться, мы планируем с супругой, наверное, на январь-февраль. Поэтому, если вы будете там, можем там как-то сконнектиться. Супер, потому что, смотри, я так разделяю. То есть, смотри, Бали, это, для меня это про духовность, Грузия это про душевность, да, а Америка это про материальность. Вот. То есть вот такая вот история. По стратегиям расскажи, вот какие есть стратегии подходить к выбору недвижимости? Как можно заработать, да, условно? Ну, смотри, вот я бы разделил по типам клиентов. Вот молодые айтишники, молодые дерзкие, да, они ищут новостройки на котловане, заходят туда на старте с большими рисками, ждут 2-3-4 года, потом дом достраивается, они продают, и если все повезет, и застройщик выполнит все свои обязательства, то они получают там x2, x3. Ну, x2 обычно, за 3 года, 3-4 года x2. Если мы говорим про людей там 40+, которые уже не такие, у них готовность к риску на минимуме, они покупают готовые номера в отелях или готовые квартиры уже с арендаторами, как правило, или коммерческую недвижимость уже с арендаторами, с какой-то там аптечной сетью, или с какой-нибудь там торговой сетью, с договором там на 20 лет. Вот, такие они более, там и доходность, понятно, что меньше, и нет риска, то есть нет премии за риск. Поэтому я бы так разделил. То есть есть стратегия, купил на этапе котлована, потом продал, когда дом достроился. Вторая стратегия — это купить готовое с ремонтом или готовое без ремонта, сделать ремонт и сдать в долгосрок. Либо самая простая и самая низкая по точке входа — это вот купить апартаменты под управлением международного бренда, там 50-60 тысяч долларов, эта студия будет тебе приносить там какую-то копейку каждый год, плюс еще капитализироваться. Еще раз повторяю, экономика Грузии на протяжении... Я 6 лет живу в Грузии, каждый год экономика Грузии растет там на 8, 10, 12% ВВП каждый год. То есть это не только рынок недвижимости пушится, это вообще страна растет в целом. В целом экономика страны растет каждый год и довольно много. То есть экономика очень быстрая. Да, но я знаю, да, что у вас еще большой там приток со стороны там Турции, да, вот арабы покупают много, я знаю, да. Вообще Грузия идеальна для туризма. Вот ты же был здесь, ты же видел, да, в каждой деревне можно остановиться, тебя везде примут, тебе везде дадут ночлег.
этих номеров, ну, миллион везде. В любую глухую деревню заедешь, тебе дадут остановиться, накормят, напоят. И, как правило, особенно молодежь, все говорят на английском. То есть здесь как раз для приезжих из, как называется, Gulf Area, да, из Персидского залива, вот, они все англоговорящие, и здесь им тоже легко коннектиться, особенно с молодежью. Что делает государство? Государство каждый год все больше и больше рейсов. У нас страна, 4 миллиона в Грузии живет людей. 3 международных аэропорта на страну, и можно улететь, по-моему, я могу соврать, 50 или 60 стран мира. Это четверть мира, можно улететь прямыми рейсами из Тбилиси, Кутаиси или Батуми. То есть хорошая логистика, много авиакомпаний, это рынок, это конкуренция, низкая стоимость билетов привлекает сюда много туристов каждый год из разных стран. Супер, Антон. Ну, слушай, очень круто пообщались с тобой. Очень было приятно. Взаимно. Я надеюсь, тебе тоже было интересно узнать про Америку, как у нас тут все устроено. С удовольствием. Вот. Значит, приглашаю в Грузию. Как будешь в Грузии, пиши, звони. Буду рад показать тебе страну под другим углом. Хорошо, Антон. Хорошо, спасибо тебе огромное. Удачи тебе и будем на связи. Спасибо, Сергей. Всем привет. Спасибо, пока-пока. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам было очень полезно, и вы теперь знаете больше о недвижимости в Соединенных Штатах. Вы больше знаете о недвижимости Грузии. Поэтому я приглашаю каждого из вас. Приезжайте. Увидимся в следующих видео.